Привет, друзья! Сегодня пришло время рассказать о таком стиле, как икадабуки и его подвиде, а точнее разновидности нецуранари. Немножко звучит по-японски, но это все из-за того, что я пью много кока-колы, а что-то кока-кола какая-то пошла очень зверская, она прямо разгоняет как получше, чем кофе. Может быть, производители Кока-Колы вернулись к первоначальному рецепту, я не знаю, но она прям разгоняет. Давайте для разгону еще чуть-чуть выпью. Ладно, погнали. Икадабуки. Это в основном растения, которые находятся в низком горшочке. Чаще всего эти горшочки либо квадратные, либо овальные, но они всегда низкие, точнее очень маленькое вот это вот пространство, глубина, да, очень длинные. Это никогда практически не бывают размера шохин растения. И это растение, которое представляет из себя, так скажем, упавшее растение, да, упавшее дерево. Поэтому это как-то вот так вот будет здесь. И вот это получается ствол, который потом из веток упавших, да, превращается в растения, в деревья, в отдельные, да, и получается что-то вот такое. Но я сейчас очень-очень схематически рисую, просто чтобы вы могли понять, о чем я говорю, да. Что-то вот такое. Как это формировать и что такое нецуранари? Почему-то во мне японец прямо беснуется сегодня. А есть два разных вида. Это будет первый, да, когда вот растение полностью прилегает к почве. А именно этот стиль, он также находится в маленьких горшочках, но у него ствол более изогнутый и даже иногда может как бы над почвой вот так вот подниматься. И все растения также более изогнутые у него и, так скажем, имеют свою ветвистость, которая также больше изогнутая. Вот. Не такие прямые, как другие. Но в любом случае они, видите, очень разные. Хотя, в принципе, это все один и тот же стиль, просто есть вот два разных. Точнее, это основной стиль и есть подстиль, который вот как раз таки и называется вот так. Потому что, ну, к примеру говоря, да, вот у вас растет дерево в природе, которое там уже хорошо развивается, уже довольно-таки там долго растет. К примеру, вот, да, у него уже есть небари, там ему там типа 300 лет, да. Большой сильный ураган, ветер на него дует, оно упало. И получается, что оно как-то вот так остается, да, вот тут верхушка, все вот эти вот боковые ветки ломаются, превращаются в непонятно что, и корни остаются, грубо говоря, вот так, да. Со временем корни опускаются, начинают расти, прорастают, эти ветки начинают уже развиваться как отдельные растения, и появляется, можно сказать, маленький лес на одном и том же стволе, который питают в основном вот эти корни, но также со временем у растения появляются корни по всему стволу. Поэтому что мы должны знать? Во-первых, небари у этого растения также должен быть, но вот тут, в месте, где растение как будто бы падает. Поэтому, если у нас будет горшочек, то, к примеру, представим, что он у нас квадратный, да. Вот это я все сейчас закрашу. Ну-ка, все в красный цвет, красный цвет, красный цвет. Окей. Получится, что у нас, к примеру, вот такое растение, значит, здесь будет небари. Опять же, он должен как бы быть неплохо виден. И здесь растение. Что мы должны понимать и знать? Что, к примеру, давайте добавим еще одно растение для наглядности. Вот. Прикол в том, что
центральное растение должно быть больше, чем боковые растения. Это как бы такое одно из правил. Вот. Далее. В икадабуки практически все растения должны быть вертикальными, формальными, либо с очень-очень слабым изгибом. Вот. Грубо говоря, вот так должны расти, да? Оп-оп, оп-оп-оп. Оп-оп. Но я очень рисую так схематически опять. Вы можете опять мне там писать гневные комментарии, что я не умею рисовать. Но они все, в принципе, схематичные. Видите? Я специально нарисовал, что вот это растение, оно чуть побольше, чем другие. Это правильное. Если же это, к примеру, растение будет больше, чем вот эти два, это будет не очень правильно, и придется доращивать еще два растения сюда, к примеру, там, или одно хотя бы. Вот, центральное растение всегда должно быть чуть повыше и чуть более развитое, чем все остальные. В стиле Нецуранари должно быть более развитый стиль, стиль Мо-йоги преобладать в всех ваших, так скажем, ветках, стволах. Вот, потому что, ну не знаю, так повелось. Я, честно говоря, не очень точно знаю, почему это именно так, но все растения должны, точнее, все ветки, да, вот ветки растения, ветки бонсай, ветки деревья, они все должны быть максимально изогнутые, максимально как бы скрюченные. Вот. Поэтому можно сказать, что икадабуки строятся, опять же, это как такой подстиль, на котором используются остальные основные стили. Это мо-йоги и вертикальный, формальный. Вот. Прикол в том, что такой стиль вы можете сделать из абсолютно любого растения, потому что вот смотрите, вы покупаете растение, оно идет у вас в горшочке для бонсай, да, вот. Это, кстати говоря, один из самых таких интересных стилей и простых, потому что, ну, его интересно делать. Вот, ну, представим, что у вас вот тут веточка какая-то, там, тут веточка, тут и так далее. И у вас вот такое вот растенице, да. Конечно же, у вас будет больше веточек, но я для понятия нарисовал его таким. И корневая система у него, к примеру, ну, занимает весь горшок. Обычно они там крутятся, корни и так далее. Но представим, что оно такое, да. Если же вы хотите сделать икадабуки, то вы сразу же должны выбрать сторону, во-первых, более хорошую. Какую в этом вот примере вы выбрали бы из сторон? Напишите в комментариях. Вот, я дам вам даже некоторое время. Написали? Ну, погнали. Смотрите, значит, это будет более выгодная сторона, потому что здесь больше ветвистости. Значит, мы обрезаем вот эти веточки, обрезаем все веточки с одной стороны и добавляем, точнее, и сажаем ваше растение таким образом, чтобы все корни пошли вниз, загибаем их, да, а вот эти две веточки оставляем вверх. Оп. Получается, что у нас вот так идет горшок, да, и мы сажаем вот так. И вот из этих уже двух веточек мы начинаем строить либо мо-йоги, либо вертикальный, формальный. Всегда помни, что центральное растение должно быть самым большим и развитым. Поэтому, так как у нас две веточки, мы должны будем ждать веточек откуда-то отсюда, например. И делать как-то вот так, да, к примеру. Одно здесь маленькое, а это сделать чуть побольше, чуть более развитое и более красивое. Такой стиль будет правильный. Со временем у вас эти корни начнут расти, заполонять весь горшок. И плюс отсюда у вас также начнут появляться корни. И в результате вся вот эта часть ствола станет полностью питать вот этот ствол и также все эти растения. Это интересный стиль. Если наберется много просмотров, к примеру, 1000 просмотров, что для вас на самом деле это ну вообще ничего, то я сделаю
икадабуки на канале. Икадабуки на канале. Вот, так что давайте, кидайте своим друзьям, знакомым это видео, чтобы они посмотрели и набрались видео просмотра, да. Здесь, к примеру, вот в этом стиле абсолютно не обязательно получать корни вот отсюда сразу, да. Вы можете просто сажать, опять же, растение вот с корнями здесь, и оно потом уже само укоренится с другой стороны. Вот. Прикол в том, что не обязательно у растения сразу же получать корни вот с этой части, точнее там мазать каким-то там, я не знаю, корневином или чем-то еще, короче говоря, гормоном роста. Они появятся со временем и так. Главное просто правильно ухаживать за ним и так далее. Вот. Стиль интересный, стиль как бы довольно-таки простой, потому что, опять же, вы просто кладете горизонтально ваше растение, правильно сажаете корни, точнее направляете их по мере роста растения, да, точнее, если вот так, то вы должны их направить вниз, и на этом все. Начинаете развивать все веточки. Теперь давайте я расскажу, как должен выглядеть вот икадабуки с высоты сверху, да. Он должен опять же выглядеть как немножко быть изогнутый на зрителя. Если вот мы зрители и смотрим так, он опять же должен быть изогнут. Точнее, вот если это горшочек, то он должен занимать примерно такую вот позицию. И ваши как бы ветки, они должны идти как-то так. И опять же, все также должны смотреть своими веточками на зрителя, да, делая небольшой полукруг. Если вы хотите, чтобы ваш икадабуки был дальний, как бы есть, потому что ближний и дальний икадабуки, это вот получится, что у вас дальние икадабуки, потому что самое развитое дерево, вот это центральное, да, оно находится сзади. Поэтому у вас будет создаваться впечатление, что вот этот вот икадабуки, он как бы вглубь уходит, очень дальний. Все задние ветки также вы должны расти вот сюда, растить вот сюда, извините, чтобы создавать, во-первых, треугольность всему и глубину, а во-вторых, дополнять как бы вот эту вот дальность именно самого икадабуки. Далее, если у вас есть горшок, второй вариант – это создавать ближние икадабуки, который будет вот так, да. И здесь, к примеру, у вас 3 растения. Нарисую 3, потому что не очень удобно рисовать веточки. Веточки также должны смотреть на вас. Все задние веточки должны идти назад, чтобы, опять же, создавать треугольник из листвы и создавать глубину. А вы сидите и смотрите на него вот так. Понимаете? Тем самым главное дерево, вот это, оно будет как бы ближе к зрителю и казаться больше, мощнее, более таким отчетливым, и как бы внимание на него больше будет заходить. Здесь же оно все равно как бы главная, да, точка внимания, но она не так заметна, потому что все-таки вот боковые растения не находятся ближе, поэтому картина как бы более общая, более такая, что ли, где вы можете посмотреть и рассмотреть ее сразу как бы всю, где взгляд полностью на все концентрируется. В этом же, так скажем, икадабуки, да, ближнем, вы концентрируете внимание в основном на главном растении, на центральном растении. Поэтому тут как бы уже как вам больше нравится. Если наберется 1000 просмотров, я сделаю 2 варианта. Точнее, сделаю дальний и сделаю ближе. Также, кстати говоря, как я делаю с фуки-нагаши. Фуки-нагаши, да, это сопротивляющийся ветру, да, стиль. Он у меня также есть уже на канале, вы можете его посмотреть, опять же, в плейлисте про стили бонсай. И у меня есть женский фуки-нагаши и мужской фуки-нагаши. Так что, как бы,
Кстати, мужской фуркинагаши мне надо еще посадить в Акадаму Скирио, потому что он все еще у меня в черной земле. Да-да, я слоупок. Но я, кстати, смогу записать еще видео про пересадку вне сезона. Но, наверное, этого я делать не буду, потому что все-таки пересажу его осенью, чтобы он как можно лучше себя чувствовал и начал развиваться. Котейка пришел проверить меня. Так вот, друзья, я думаю, что Икадабуки вам понятен. Если вдруг еще какие-то вопросы есть, то пишите в комментариях, пожалуйста. Вот туда вот вниз, потому что я на все комментарии отвечаю, пытаюсь отвечать максимально развернуто, максимально четко, максимально как-то объяснить вам все. Вот. Интересный стиль, я бы хотел его иметь у себя, но на канале, да, для канала. Но как-то, ну не знаю, сам чисто для себя я его не хочу делать. Для канала было бы интересно. Поэтому, если вам интересно, вот эту циферку добиваем. И я сразу же в тот же момент еду, покупаю какой-нибудь толстяка довольно-таки такого, ну, серьезного, да, чтобы ствол у него был уже серьезный. И делаю Икадабуки. Для Икадабуки, кстати говоря, подходят абсолютно все растения, которые вы только можете использовать для бонсай. Почему я говорю, что все? На самом деле для него, конечно же, лучше всего использовать растения листопадные, потому что листопадные растения очень круто смотрятся в зимний период времени, когда на них нет листьев. Вы можете насладиться там мелкой ветвистостью, самой структурой, это очень круто. Но также вы можете использовать еще и вечно зеленые растения, которые также очень здорово смотрятся, а это, ну, всегда круто, и мне кажется, что вечно зеленые растения еще и побыстрее растут, так как они все-таки тропические, там всякие фикусы вы возьмете, посадите, он сразу же укоренится по всей вот длине ствола, сразу же начнет дико-дико растить, бомбить прямо ваши ветки, и, ну, вам будет интересно, да. Но в результате все-таки, как бы, я бы советовал вам ульмусы, я бы советовал вам асеры, я бы советовал вам карпинусы, я бы советовал вам, к примеру, те же котонеастеры, потому что они будут цвести. Прунусы вы можете также сажать, будет интересно. Да и в принципе, наверное, все. Из таких вот интересных растений, как бы, все перечислил вроде бы. Какие были бы, ну, для меня интересные, которые я советую для вас, потому что в результате все-таки я стараюсь посоветовать вам те растения, которые для вас будут, первое, интересные, второе, простые, и третье, быстро развиваться, как бы, и четвертое, не проблемные. Поэтому, как бы, если вам интересно, то обязательно используйте вот растения, которые я вам посоветовал. Ну и вот такие вот дела. Я думаю, что надо уже заканчивать видео. Пишите обязательно в комментариях свои вопросы, как я еще раз повторю. И всем удачи. Стройте ваши икадабуки, стройте ваши нецуранари. И подписывайтесь на канал. С вами был Дима из Испании. Все так же мутный тип, все так же тяжелый тип, все так же токсичный тип, ваш Якубович. Уже чего только на меня не придумали, я какой-то как будто уже чумной какой-то человек, который, на которого все время придумывают какие-то интриги и расследования, как будто я там иностранный агент еще также и так далее, засланный. Так что давайте, друзья, удачи. Я думаю, что это видео вам понравилось. Сейчас я допью кока-колу и вообще спать не буду никогда больше в жизни. Так что давайте, до нового видео. Всем пока.